Так, всем привет! Хочу сегодня показать вам, как буквально за пару минут изготовить шлифовальную щетку на болгарку. И у этой щетки, которую я вам сейчас покажу, есть ряд преимуществ даже перед заводской щеткой. Во-первых, дешевизна. Если у вас есть тросик в гараже, то это вам вообще будет не стоить ни копейки. Во-вторых, изготовление за 2 минуты. То есть вы ее изготовите раньше, чем съездите за новой в магазин. А третье, самое главное преимущество, в этой щетке не вылетают волоски. Если вы обращались с такими щетками, знаете, что без защиты с ними работать никак нельзя, потому что и в тело втыкаются, и везде эти волоски. И теперь показываю, что нам для этого нужно. Мы снимаем старый диск, хотя он нам еще пригодится все равно, только его нужно будет перевернуть. Дальше. 2 отрезка тросика. У меня обычный тросик, у меня насос скважинный висит на таком тросике, купленный в магазине, а сдача осталась. Наверное, у многих в гараже есть такие тросики. Итак, обрезаете эти тросики, 2, ровно по длине защитного кожуха, по ширине. Вот как защитный кожух, пусть даже немного упирается, это не страшно, все в дальнейшем исправится. Если он в оплетке зачищаете, я вот центральную оплетку оставляю, чтобы плотнее гайка прикручивалась. И теперь в гайку продеваете с внешней стороны, вот так она закручивается, вот отсюда продеваете тросик. Один. И также сама крест-накрест. Если вдруг у вас гайка под гаечный ключ, то такие гайки продаются в любом хозяйственном магазине. И понятно, уже щетка не бесплатная получается, но во всяком случае вы купите эту гайку, она вам будет на всю жизнь уже служить вечно. Итак, тросики смотрите, чтобы они были ровные, выровненные, потому что будет тогда один край чистить, а другой нет. Вот, я их выровнял, все это просто выравнивается. Вот они у меня все в середине сходятся, края, все нормально. Теперь дальше я плоскогубцами подгибаю эти края, но это только для того, чтобы удобнее было закручивать. Распушивать сразу тросики не нужно, потому что через минуту работы они уже даже меньше, они распушаются сами и берут свое место и работают как положено, как обычная щетка. Я не знаю, я шлифую, и даже мне кажется, что чистит оно быстрее. И теперь закручивайте гайку, штопорите, потому что она крутится вместе с диском. Все вы обращались с болгаркой и, наверное, знаете, что гайку сильно закручивать не обязательно, там ключом затягивать и так далее. От руки вполне хватает, потому что в процессе работы она все равно затягивается сама. Все, затянул. Можете подровнять, но хотя они от центробежной силы подровняются и сами. Вот что получилось. Такая у нас щетка. Теперь в целях безопасности все равно одеваем очки. Потому что глаза хоть и 2, но рисковать не надо. И вот что получается у нас. Как видите, тросики на месте, никуда они не вылетают, и они не вылетят. Тут можно не переживать. Гайка затягивает. Я вот взял старую пилу, видите, она ржавая, еще не обточенная. Сейчас смотрите, как эта щетка работает. И тросик еще даже не распушился, но в процессе работы, если вам большое количество обработать нужно будет, он распушится и даже станет по всей длине, полностью вот так волоски будут накрыты. То есть, если у вас есть несколько таких гаек, можно сделать разные щетки с разной жесткостью, с разной длиной, и так далее.
Тут уже на фантазию. Сейчас я покажу, что получилось. Пожалуйста. Я не знаю, видно, не видно. Вот. Все шлифуется, все работает. Пользуйтесь. Всем пока.